Привет, друзья! Мы с вами по-прежнему на Эпицентре. Подходит к концу турнир, и есть возможность у нас пообщаться еще с одним замечательным человеком. На этот раз это Лекс. Здравствуй. Привет. Расскажи, как твои ощущения, эмоции? Турнир еще, конечно, не окончен, но уже близок к окончанию. Что сейчас чувствуешь? Может быть, усталость, конечно, какая-то накопилась, но в целом, твои впечатления? Турнир очень клевый, я думаю, многие это заметили. И то, что в Москве такого не проводилось в принципе, и даже в мире. Тот перформанс, те эффекты, те команды, которые сейчас приехали, лучшие команды, по сути, мира. Такого мы видим нечасто на турнирах, которые не организуются командой Valve. Поэтому все шикарно. Насчет усталости не устал. То есть квалификации у нас были убойные у комментаторов. Мы компенсировали там реально по 12 часов эфира. А аналитики отдыхали. Аналитики сидели там, болтали, и у них было включение 15 минут. Но вот на эпицентре все наоборот. Комментаторы работают по одному, по два матча в день, а аналитики сидят и пашут, как в шахте, по 30 минутам каждое включение, то есть там суммарно по 7 часов. А аналитики все-таки сложнее. Аналитикам надо что-то придумывать, надо какие-то темы находить. Комментаторам ты смотришь картинку и по ней комментируешь. Поэтому я не устал, аналитикам сочувствую. Иван приходит сюда домой и жалуется, насколько он устал. Ну, я, в принципе, это понимаю. Так что я скорее как полузритель. То есть я и комментирую, но при этом и наслаждаюсь играми. Окей, хорошо. Скажи, что тебя вообще привлекает, в принципе, в твоей профессии? Чем отличается просмотр игры, когда ты комментируешь, от просмотра игры, когда ты просто зритель, ну, как сейчас у нас зрители в зале? Ну, надо мысль сформулировать даже. Ну, знаешь, я так в последнее время получается так, что мне не так интересно смотреть игры. Именно смотреть. Когда я работаю, комментирую, я получаю от этого дикий кайф. Но когда я просто сижу и смотрю, я думаю, ну вот я бы сейчас подкомментировал, и мне было бы намного приятнее. Я вот здесь бы покричал, а тот комментатор не покричал. Или я бы здесь сказал то, а он сказал не то. Поэтому, наверное, не так. Насчет того, что мне привлекает в этой профессии, ну, прежде всего то, что у тебя нет какого-то нормированного графика. Ты можешь в любой момент оказаться, что тебе надо работать 2 часа ночи, а потом у тебя неделя выходной, например. Ну и возможность путешествовать по миру. Некоторые уже комментаторы, в принципе, объездили полмира, им уже это не так, но для меня, как человек, который появился в этой сфере недавно, я получаю от этого дикий кайф. Там приехать в Москву, потом поехать в Шанхай и так далее. Для меня это плюс. Ну и работа в компании людей, у которых интересы такие же, как у меня, с которыми я могу пообщаться о своей профессии и в свободное время пообщаться там о доте, для меня это реально огромный плюс. Поэтому из этой сферы я пока уходить не собираюсь. Пока мне тут все нравится и устраивает. Хорошо, отлично. Я думаю, что зрителям тоже нравится, как ты комментируешь, как ты работаешь. Это ты преувеличиваешь. Да нет, ну почему же? Смотри, давай подумаем, может быть, заглянем немножко в будущее. Да? Давай подумаем, что будет с киберспортом через, давай, так скажем, 5 лет. Да, какие будут изменения, что будет по-другому. Ну, пофантазируй немножко, как думаешь, что нас ждет в ближайшие годы, учитывая то, что киберспорт развивается сейчас семимильными действительно шагами. Ну, есть два мнения, я слышал. Тот же Лос говорит, по крайней мере, мне он говорил, я не знаю, что он говорил другим, что киберспорт может и погибнуть. Потому что игра принадлежит конкретной организации, это проблема самая киберспорта. Футбол принадлежит всем, и тебе, и мне, и каждый, кто здесь сидит. Баскетбол, хоккей также принадлежит всем. Дота принадлежит конкретной организации. И эта организация, ее главная цель какая? Правильно, заработать деньги. Поэтому... Но я ставлю все-таки пессимистичный настрой, точнее, пессимистичный это был от Ласта, что киберспорт действительно будет идти дальше такими шагами огромными. И раз сюда вкладывают огромные деньги, я думаю, что в этом есть перспектива. Вот этот турнир, который организовывается, по сути, здесь нет желания заработать организаторам какие-то деньги огромные. Я уверен, что турнир далеко не идет в плюс по заработку, но перспектива огромная. Появятся школы там игроков. Уже идет Кубок России, то же самое, это где с университетов разных играют люди, которые приедут в Москву, будут играть. Это очень круто, что объяснять обычным людям, что это нормально, что компьютерные игры — это не бред. Потому что получается так, что за вот эти вот 10, а то 15 лет по телевидению, по СМИ компьютер был всегда с негативной стороны.
Погиб там парень, который играл в доту. Виновата дота, а не то, что он там сидел и играл. И если бы он играл в GTA, наверное, про это не так бы говорили. Но виновата ведь не игра, а то, что он сидел, и то, что родители за ними следили, например. И сейчас получается, что настолько загажена сфера компьютерных игр, что я не знаю, как из нее выходить. И там объяснить своей бабушке, например, что это нормально, она не может говорить, ну как нормально, если я там за 20 лет видела новости, как компьютерные игры приводят к тому, что зрение плохое, там ты сутулишься и так далее. Хотя, по сути, реальный спорт, он намного вреднее, чем киберспорт. Ну, понятное дело, что, во-первых, это прием препаратов, это огромные физические нагрузки. Не путайте спорт обычный, где ты там занимаешься в тренажерном зале час, и другое дело, когда ты занимаешься 5 часов каждый день. Там, когда травмы невероятно, когда у каждого спортсмена по 100 операций идут, то есть, ну, спортсмены не такие они здоровые, как это может показаться. Поэтому настрой оптимистичный, через 5 лет надеемся, что это будет закреплено государством, как это было сделано в 2003 году на России, да, что киберспорт был официальным видом спорта. Но гарантии нет, и я не терзаю надеждами, что это так и будет. Далеко не факт. Потому что вот беда, что организации. Если игры будут свободные от организации, но это невозможно, тогда да. А так для меня это вот главная проблема. Я думаю, для многих, что организация на нас зарабатывает деньги. Да, я понял твою точку зрения, и вместе с тем нужно все-таки учитывать, что у комьюнити достаточно большое все-таки влияние, да, и будем надеяться, что мы с вами, зрители, игроки, комментаторы, сможем также положительно влиять на развитие нашего с вами любимого дела. К тебе такой вопрос, мы с тобой немножко тут затронули уже политическую тему, предлагаю ее развить, но немножко в другом ключе. По ходу турнира появлялись в зале достаточно забавные плакаты с Сережей Ревиным, да, с Смайлом в качестве кандидата от партии ЧСВ, да, наш кандидат. Смотри, представим такую ситуацию. У нас уже есть ассоциация киберспорта, назовем это Министерство киберспорта. И идут у нас открытые демократические выборы, значит, на пост того самого министра киберспорта. Давай подумаем, что Лекс один из кандидатов. Я, как избиратель, стою у урны, готов поставить галочку напротив той самой фамилии уже, и выбирая между ПГГ, Смайлом, НСом, Папичем, Версутой и Картманом и Лексом, мне нужно сделать правильный выбор. Сформулируй несколько лозунгов, может быть, девизов, которые помогли бы мне сделать выбор в пользу Лекса. Ну, во-первых, я бы забанил на Твиче всех стримеров, которые бустят. Во-вторых, я бы забанил всех накрутчиков. А в-третьих, я бы обнулил ММР. И чтобы все начинали сначала. Ну и, конечно, я бы проголосовал не за себя. Я проголосовал бы... Ну, если говорить по-серьезному, то если это будет реально, то человек, который должен занимать такой пост, должен относиться к киберспорту. Потому что, зная то, что происходит у нас, я уверен, что наймут человека, который вообще понятия не имеет, что такое киберспорт, он скажет, ну, я там Warcraft 3 катал, и что-то знаю, там, орки и так далее, но надеюсь, что это будет человек, если это будет, который в этом шарит. Потому что мы видим, если организация, например, идет от людей, которые не знают, что такое киберспорт, всегда провал. То есть в Шанхае там, по-моему, мало кто знал, что это за дота, организаторы. Ну, именно вот это продакшн, который был, и были проблемы. Поэтому главное, чтобы человек знал доту. Кто знает доту лучше всего? Ну, пусть это будет ПГГ. Проголосовал бы за ПГГ. Да, наш кандидат ПГГ-депутат. Отлично. Ну и, наверное, в завершении диалога хотелось бы еще спросить, собственно, про дальнейшее, да, ближайшее будущее. Это Major и International. Чего ждешь от Манилы, чего ждешь от International в плане продакшена, в плане геймплея, ну и, может быть, еще какие-то свои мысли. Ну, во-первых, я жду инвайт на тот другой турнир. Это было неплохо. А насчет продакшена, ну, на International, думаю, вопросов нет. Это Сиэтл, это Volvo, где они сами там все делают, поэтому насчет International там все будет идеально, об этом говорить и не стоит. И второй, третий, четвертый, пятый International были одинаково крутые. Насчет Манилы, не знаю, организует ПГЛ,
но это Филиппины. Соответственно, работники какие, правильно? Филиппины и какой-нибудь Китай. То есть работники будут этих стран. Потому что Филиппины, как я знаю, там у них тоже все очень туго. Хоть и организуют ПГЛ, поэтому должны быть китайские работники. Как все будет, не уверен, что идеально. К Азии всегда все относятся вот так вот. Таким вот взглядом, ну, нет доверия. Но уверен, что будет лучше в Шанхае. Уверен. Поэтому я думаю, что все будет на достойном уровне, не хуже, чем на эпицентре это было. Ну, а в плане изменения, допустим, меты, геймплея, сейчас команды еще приспосабливаются к патчу. Что-то изменится с течением вот некоторого времени. Чего нам ждать от International? Это продолжение стратегии пика и 5 сильных выигрывай доту или что-то может все-таки поменяться? Насчет меты не могу сказать, она сейчас устаканивается, то есть на квалификациях не было ни одного пика Драгонайта, например. Сейчас он появляется каждый пик, каждый бан. Потом насчет меты тут, все ситуативно. Насчет инвайтов хотел поговорить, инвайтов именно команд. Да, 12 инвайтов была главная ошибка корпорации Valve для меня, потому что мы видим Secret, мы видим Evil Geniuses. Эти команды сейчас не имеют права получить инвайт. Они приедут, это 13-16 место. Можете это скринить, записывать, так и будет. Какие-нибудь Wings займут топ, Newbies займут топ, Liquid займут топ. Но Evil Genius, которые получили прямой инвайт, и Секреты, я не уверен, что что-то с ними будет. Соответственно, что нужно делать? Есть два варианта. Выдавать инвайты там буквально за пару недель, но это бред. Надо получать визы. Второе, выдавать либо один инвайт, либо 4 на каждый регион. Один звучит даже круче. То есть инвайт победителю, и все остальные слоты разыгрываются на квалификациях. Это будет настоящая резня, потому что если ты меняешь свой состав, вот появился Бульба и Ауя. Да, это крутые игроки, бесспорно, но состав был изменен. Почему эта команда получает инвайт? Вы поменяли состав. Я считаю, что если вы поменяли состав, вам нельзя выдавать инвайт. Даже если туда пришел Артизи и Виха, нельзя давать инвайт этому коллективу. Любое изменение влечет за собой, что инвайт забирается. Все просто. Поэтому первое, уменьшить инвайты до количества 4 на каждый регион. Азия, может даже 5. Азия, Европа, СНГ, Америка и Китай. То есть на СНГ инвайт, думаю, можно давать. Ну и второе, любое изменение состава, любое, хоть одно, запрещать приглашать этот состав. Даже если это Evil Genius, даже если это Secret, и даже если в Секретах играет Артизи. Артизи, окей, но он перешел. И откуда знаем мы, как команда будет играть? Как она играет? Правильно. Не как она играет. Не очень. Действительно, много интересных мыслей. Кто-то, может быть, согласен, кто-то, может быть, не согласен, но это было мнение Лекса. Спасибо тебе большое за продуктивный диалог. Друзья, подписывайтесь на наш канал, фолловьте нас во всех социальных сетях. Будет еще больше интересных интервью и видео. И продолжаем следить за развитием событий на Эпицентре. Всем пока, увидимся.